Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам представить новинку, мои творческие комплекты для рукоделия. Комплекты будут в коробочке, идут на 2 игрушки и все материалы к ним. На данный момент в 3 цветах. Здесь в пакете собраны все материалы. Кисточки, ленты, полубусины, готовая лепнина и 3 цвета: мята, серый и кофе с молоком. И, конечно, подробный урок, как работать, как использовать все материалы, как прикрепить кисточку и многое другое. Я думаю, это отличный подарок для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве, но при этом не хочет бегать по всем магазинам. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и сейчас я подробно все вам покажу и расскажу. Для сегодняшней работы мне понадобится сама заготовка, это у меня шар 8 сантиметров, и обрабатывать я буду сатином. Все необходимые материалы, конечно, по цвету я все подберу, и также мне понадобится лепнина, покажу, как я ее делаю, как приклеиваю, чем крашу и все остальное. Все необходимые материалы вы найдете в коробочке, будет доступно на 2 или 4 шара. Работу начинаем с того, что прикрепим вешалку. У меня эта лента 20 сантиметров. Я беру колпачок и завязываю, продеваю через колпачок и завязываю узелок. Это первое, с чего начинаем. Очень извиняюсь, у меня работает кондиционер, немного шумно. И теперь мы просовываем ленту в заготовку, накрываем колпачком, берем вешалку и одеваем на колпачок, в колпачок. И у нас все прикреплено. Вешалка держится хорошо, но я всегда подклеиваю ее, поэтому беру горячий клей, вот так наношу по кругу и подклеиваю. И немного зажимаю. Вот, все лишнее можно убрать. И ткань вы можете выбрать, какую хотите сторону, блестящую или матовую. Я предпочитаю матовую. И устанавливаю шар посередине, вымеряю, чтобы мне хватило со всех сторон его затянуть. Теперь придерживаю и делаю вот такие красивые складки. Я уже показывала на канале, как это делать, но появляются новые подписчики, и они тоже хотят знать, как это делать. И вот я складываю вот таким образом с одной стороны. Здесь главное удержать шар, чтобы он не убежал. И постепенно вот так складывать. Перехватываю второй рукой и делаю складочки со второй стороны. С одной стороны, с другой стороны. Все вот так складываю. Теперь полностью перехватываю рукой. Беру нитки. У меня крепкие нитки. Можно их даже сложить в 2. Придерживаю одну часть и второй вот так все закручиваю, делаю несколько раз, и потом против движения делаю закрепки, несколько закрепок делаю и все затягиваю. Теперь завяжу несколько узелков и сейчас начну прорабатывать каждую складку, чтобы она красиво лежала. И вот так вот затягиваю. Каждый сантиметр прохожу. Вот вы видите, как все расправляется. И затягиваю все. Прохожу так несколько раз. И постепенно у нас нитка будет ослабевать, поэтому нам надо будет второй раз пройти и все завязать. Вот вы видите такие некрасивые складочки, и вот как они все поправляются. И работаем так несколько раз, проходим. Вот теперь нитка у нас немного ослабела, и еще несколько раз вот так обкручиваем сильно, придерживаем все и закрепляем.
затягиваем как можно сильнее. Делаем закрепки, завязываем узелок и еще раз все прорабатываем. Вот я еще раз прохожу и все затягиваю. И продолжаю работу. И если результат вас устраивает, то вот эти ниточки мы подклеим и подрежем. Я нанесу клей и просто подклею. И лишнее подрежу. И если вы делаете это в первый раз, то я советую вот здесь все расправить и подклеить горячим клеем. Потому что мне некоторые писали, что у них все расходится. Вот я затягиваю, беру клей и вот нанесу клея и подклеиваю. Хватает в 2, вот так 3 места нанести клея, чтобы все подклеилось. Что если вы подрежете ткань и она у вас разойдется, то все, вы уже ее использовать не сможете. И даем закрепиться. Теперь берем ножницы, отодвигаем вешалку и вот эти все самые крупные такие кусочки подрезаем. Будьте внимательны, чтобы не подрезать вешалку, а то вся работа на смарку. И подрезаем все лишнее. Отодвигаем вешалку. Сначала все вот эти крупные кусочки и потом все помельче. Можно даже поменять ножницы и вот здесь делаем такую платформу. Не по бокам режем, а вот так держим ножницы ровно, чтобы у нас получилась платформа. И когда платформа у нас сделана, можно уже большими ножницами все аккуратно подрезать. И продолжаем работу. Берем зажигалку и все обжигаем. Все запаиваем. И продолжаем работу. Я беру тонкую ленту, у меня 3 миллиметра, можно брать 5 миллиметров. Обрабатываю край. И вот у заготовки есть место, где она была склеена. Именно по этому шву я подклеиваю первую ленту. Примеряю. Затем отодвигаю, наношу клей. Так, не слушается лента. Вот, наношу клей и подклеиваю. И вот по этому шву и подклеиваю всю ленту. И продолжаю работу. Следующие ленты располагаем под углом 90 градусов. И вот так располагаем на игрушке. Смотрим, чтобы у нас обе части были одинаковые, и подколем иголочками, чтобы нам легче было ориентироваться. Если нас все устраивает, подклеиваем. Я подколола иголки, и здесь наносим клей кому как удобно. Можно на заготовку, можно на ленту. Вот я примерно 2 миллиметра от иголочек наношу и подклеиваю. И получается все очень ровно. Снова отодвигаю ленту, отступаю 2 миллиметра и подклеиваю. Серединку я не подклеиваю, так как буду пришивать кисточку. И продолжаю работу. Я переместила иголочки на вторую сторону. Вот середину не подклеиваю, где у меня скрещиваются ленты. И также наношу клей и подклеиваю ленту. И продолжаю работу. Я беру кисточку. Буду я работать бисерной иголкой. Ей очень удобно пришивать все. И вот узелок от нитки я прячу в кисточку. Затягиваю его. И здесь несколько раз прошиваю вот эти ниточки, чтобы они не распустились. Делаю узелки, все закрепляю. Теперь я могу их подрезать. Можно даже чуть-чуть клеем их. И пришью кисточку на середину. Затягиваю.
Снова прохожу через кисточку. Немножко неудобно вам на камеру показывать, потому что все у меня уходит вниз, но кисточку хорошо тут пришиваю. Лучше это сделать 7-8 стежков. И продолжаем работу. И если кисточку со всех сторон подтянуть, то она вот так вплотную ложится к игрушке. И, конечно, нам надо оформить верх игрушки. Поэтому я беру эту же ленту и наношу клей вот здесь на основание для начала. И теперь прохожусь полностью лентой по всему основанию. И затем постепенно поднимусь чуть выше. Сделаю 2 или 3 ряда, чтобы все вот это некрасивое место все спрятать, и чтобы у нас все сочеталось между собой. Прохожу один ряд, чуть-чуть больше вот так делаю ленты, охватываю и поднимаюсь вверх. Сделаем 2 ряда и затем все оформим полубусинами. Вот вы видите, поднимаюсь вверх и продолжаю работу. Лишнее подрезаем, обрабатываем огнем и вот так все доводим до, чтобы у нас все было вот одинаково. Но делаем не выше, чем полубусины. И даем закрепиться. Если у нас что-то лишнее здесь образовалось, все подрезаем, чтобы у нас все было ровно. И теперь подклеиваем полубусины. Выбираем место, где у нас будет лицевая сторона. Вот, скорее всего, у меня здесь будет или здесь. И вот отсюда начинаем подклеивать полубусины. Клей я обычно наношу на полубусины, так легче разобраться. И подклеиваю на все основание. И продолжаю работу. И теперь оформим боковинки. Вымеряем, сколько нам надо для кисточек. Вот здесь у меня будет кисточка. И отрезаю. И именно сюда я продену кисточку. И теперь продеваю кисточку, укладываю. И начинаю подклеивать в одну и в другую сторону. Все придерживаю. Наношу клей горячий. Не наносим много, чтобы не испачкать нашу игрушку. Закрепила с одной стороны. Все подправляем, чтобы у нас все получилось одинаково. И теперь с другой стороны. С этой стороны и продолжаем работу наверх. Ну вот я постаралась все подтянуть, чтобы у меня все было одинаково. И теперь наношу клей на полубусины. Стараемся делать это очень аккуратно, чтобы ничего не испачкать. Я наношу примерно 1 сантиметр и подклеиваю. Даю закрепиться и продолжаю работу. Следующий ряд полубусин мы укладываем вот ровно к этим полубусинам, которые у нас под кисточкой, чтобы у нас все совпало. И получилось продолжение, вот эти квадратики. Тут можно нанести чуть-чуть клея вот на основание и подклеить. Надо работать очень аккуратно. И подклеить вот эти первые полубусины. И даем закрепиться. Теперь, когда у нас все закрепилось, наносим клей на полубусины. Сейчас я вам поверну. Вот. И все подклеиваем. Продолжаем работу с одной стороны и с другой. И, конечно, надо украсить кисточку. Так как кисточка у меня 100% совпадает с лентой, то я буду приклеивать сразу на кисточку. Не надо приклеивать ленту. Наношу клей. Стараюсь совсем немного, чтобы не испачкать кисточку. И подклеиваю вот сюда. Даю закрепиться, вымеряю нужную длину мне, лишнее подрезаю и все по кругу подклеиваю.
Вот что получилось. И если вы уже сделали это, дошли до этого, то вы большие молодцы. А сейчас продолжим. И сегодня мы делаем бантик. В комплекте ленты хватает как вот на такой бантик и на такой, который сегодня мы будем делать. Я даю с запасом. И буду использовать шаблон. Делаю вот так. Обворачиваю. И еще раз. Лишнее подрезаю. И подкалываю. Вот что получается. Если у вас нет шаблона, сейчас покажу, как поступить. Вы берете ленту, складываете. Там будет отрезок ленты, и вы уже решаете, какой длины бантик хотите. Вот таким образом. Вы подкалываете и затем прошиваете посередине. Если вы хотите бантик побольше, значит вот эти вот ушки делайте побольше. Бантик будет шире. Поменьше вы их вот так утягиваете. И здесь посередине будем прошивать. И сейчас покажу, как прошивать, чтобы бантик получился ровный. Намечаем середину. Я это уже делаю на глаз. Середина ленты. Вот она. И именно здесь у нас будет проходить иголка. И от нее надо отталкиваться, чтобы вот именно сделать вот эту середину. Поэтому подкалываем иголку здесь. Вот, проходим сюда. И теперь здесь у нас середина. Вот середина. И здесь у нас должна получиться красивая складочка. Вот, я как раз пошла посередине. Снова выхожу иголкой вот здесь. И теперь надо соединить обе ленты, чтобы лента была сверху. Снова выходим вот перед иголкой. Вот вы видите, здесь середина. И здесь у нас должна быть красивая складочка. Вот она. И выходим иголкой на лицевую сторону. Вот как бантик должен быть прошит. Если у вас не получается это сделать на глаз, делайте иголочками. Снимаю все с шаблона и затягиваю бантик. И, конечно, делаю узелок. Как подрезать углы бантика? Если вы любите более длинные углы, вы обрезаете чуть-чуть. Если любите более маленькие бантики, чуть-чуть. И, конечно, вот этот угол тоже можно подрезать под любым углом, который вам нравится. Я больше люблю именно вот под таким небольшим углом подрезать. Конечно, в процессе примерки иногда бывает, что еще раз несколько раз подрезаю, потому что уголки слишком длинные и закрывают мне какую-то фигурку или закрывают саму игрушку. Все подрезаю и обрабатываю огнем. И сделаем вот такой флажок. В комплекте также я дала ленточку для этого. Подрезаю под углом. Конечно же, сразу обрабатываю огнем и подклеиваю. Совсем немного клея. Здесь уже вы решаете выше, ниже, кому как нравится. И перекрою бантик сначала тонкой лентой, а затем уже более основательно толстой лентой. Кто делал бантики со мной, это уже умеет делать. Ничего сложного. Лишнее подрезаем, обжигаем, подклеиваем. Вот что получается. Беру ленту. Можно на 2, на 3 части, как вам удобно. И, как я уже говорила, более основательно все подклеиваем. И это у нас еще будет основа под полубусины. Вот тут в середине. Можно делать другого цвета, если у вас декор другого цвета или что-то вы придумали сами. И все подклеиваем. Все подтягиваем. Также обрезаем, обжигаем, подклеиваем с одной стороны и вот сюда чуть-чуть. И даем закрепиться.
И теперь украшаем полубусинами. Я нанесу клей на заднюю часть. На переднюю часть не буду наносить клей, чтобы случайно не испачкать бантик. Все подклеиваю сзади. Вот так обворачиваю все. Лишнее подрезаю и подклеиваю. Бантик у нас должен сочетаться с игрушкой. В данном случае все сочетается идеально. Макушку игрушки можно украсить вот такими же полубусинами, подклеить. Можно использовать вот такие вот серебряные камни. Сюда к нам серебро подойдет. Именно их я и буду использовать. И я беру клей, обыкновенный универсальный клей, и нанесу вот сюда клей. Я наношу достаточно много клея и вот сюда засыпаю камни. Лучше это делать на чем-то, чтобы потом засыпать эти камни назад. И украшу вот так макушку. Верхушка у нас украшена, можно подклеить бантик. Я выбираю место и наношу клей. Стараюсь и на игрушку нанести, и вот на эту макушку. И даю бантику закрепиться. И нам осталось подклеить лепнину. В данном комплекте будет вот такая лепнина, такого цвета. Серебряная краска у меня закончилась, но на будущее можно будет делать разных цветов. И, конечно, лепнину вы можете, если у вас есть наличие, уже можете сами решать, что вы хотите. Лепнину я буду подклеивать универсальным клеем. И если вы приклеиваете лепнину первый раз, советую определиться с местонахождением, так скажем, лепнины и вот так отметить, где же вы будете ее приклеивать, чтобы затем не ошибиться. Даже если вы уберете, вот здесь уголок у вас отмечен, все у вас будет ровно. Как приклеиваем лепнину? Я беру саму лепнину, наношу клей. В данном случае я приклею посередине только. Эта лепнина у меня от другого комплекта и не совсем прилегает. Обычно надо наносить на всю поверхность, только не на края. И вот даю этому клею немного загустеть. Не клею сразу, иначе клей у вас расплывется и попадет на ткань, все вам размажет. Клей у меня застыл чуть-чуть, наношу еще немного. Вот он даже уже не тянется. И также даю закрепиться, могу даже отложить, спокойно закрыть клей. Многие жалуются, что клей у них вылезает. Немного дать ему закрепиться. Вот он уже не тянется. И теперь располагаю свою лепнину. Все у меня намечено. И вот так вот сильно не прижимаем. Также даем закрепиться. Все поправляем, пока все свеже. И когда клей немного закрепился, можно его прижать, чтобы уже окончательно все заклеилось. И оставляем сушиться. И вот что у меня получилось. Все очень сдержанно и симпатично. И сейчас покажу, в каких цветах будут доступны такие наборы. Цвет, который мы с вами делали сегодня. Здесь все материалы. В пакетике все сложено, кисточки, ленты на бантике, ткань, конечно, вешалка и сами шары. И лепнина будет в отдельных пакетиках. Также будет доступен с золотой лепниной, кофе с молоком и вот такой цвет кисточек и ленты. И еще один очень интересный цвет. Мята, золотая лепнина и изумруд. Я думаю, такой комплект станет отличным подарком для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве, но при этом не хочет бегать по всем магазинам и искать все материалы. По поводу приобретения все контакты оставлю под видео. Там будет номер WhatsApp, моя почта и, конечно, в социальных сетях меня можно найти в Instagram, Telegram и ВКонтакте. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.